Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу вам показать мои результаты по основному Project Pen за июль месяц. Посмотрим изменения в продуктах. В этом месяце, предыдущем точнее, в июле я красилась намного меньше. Тем не менее, у меня есть определенные результаты, и я этому рада. Давайте начнем. И начнем, наверное, с самого скучного сразу, чтобы отложить и забыть, так сказать. Это с моих лаков, которые в проекте. Я знаю, не всем такое нравится. У меня в активном пользовании было два лака. Во-первых, это Essie в оттенке Ladylike. У меня ушло его вот столько. Примерно было сделано 5 маникюров. Я думаю, что к следующему месяцу этот лак у меня закончится, и я его выведу. Это один из самых старых лаков в моем проекте, и думаю, видно по консистенции. Он у меня сейчас на ногтях, и он мне нравится, просто он старый и был максимально законченный изначально у меня с начала проекта, и я решила, что надо его вывести. Напоминаю, на этой стороне у меня средства с хорошим прогрессом, средства с плохим прогрессом, пустышки, которые накопились, и все новые пустышки и новые продукты будут лежать посередине. Кстати, обратите внимание, что блюдечко, на которое я складываю пустышки, уже просто ломится от продуктов, и я думаю, что в следующем отчете я, наверное, заменю, уже нужно какую-то более такую просторную тару завести под пустышки. Так, поехали дальше. Следующий лак у меня это базовый топ от Nail Look, и у меня его ушло достаточно много. Это ушло вместе с Ladylike и еще парочкой лаков, то есть где-то 6-7 маникюров потребовалось, чтобы столько лака ушло. И я также планирую вывести его в августе месяце. Дело в том, что здесь было пространство с самыми широкими стенками, здесь тюбик лака идет на сужение, и я думаю, что он практически закончится, будет примерно вот на таком уровне, его будет уже невозможно набрать, и я его выброшу. Поэтому сразу хочу сказать, что если что-то у меня закончится раньше следующего отчета, я начну пользоваться, во-первых, вот таким вот лаком от Essie очередным, и у меня это вот такой оттенок Vanity Fair. И я его отметила. Он такой же старенький, как и предыдущий оттенок от Essie. Видите, он какой жидкий. Мне даже кажется, что он немножко потерял свое свойство. Начну им пользоваться. Если испортился, я его сразу выброшу. Это такой полупрозрачный молочный оттенок. Я думаю, что он уйдет у меня быстро. Такие лаки я обновляю каждые 2-3 дня. Это недолго, достаточно быстро сделать, поэтому, и они уходят очень быстро. Хочу его вывести, старенький. Вот все, что можно сказать. Начинаю пользоваться им. И также хочу вернуть опять свой топ от Essence, который убирала в предыдущем отчете. Просто я подумала, что я половину-то уже израсходовала. Надо, наверное, все-таки и оставшуюся часть добить и распрощаться где-то, наверное, к октябрю с этой бутылочкой тоже. Потому что недавно я делала ревизию своих лаков для ногтей и поняла, что всякие такие огрызочки нужно поскорее заканчивать, зачем они будут забивать коллекцию. В общем, тоже возвращаю, не пользовалась, получается, в июле нисколько. Также у меня вот такое вот средство от NCLA. Я хотела его замерить, но на самом деле тут чуть-чуть микроскопическое количество его закончилось, хотя воспользовалась я им раз 10. Это масло для кутикулы, оно очень классное. Оно, правда, почему у меня еще медленно уйдет, я его использую сейчас на ноги, потому что с матовым топом оно немножко не сочетается. Матовый топ жирнится от него, поэтому оно у меня пока простаивает, но на ноги я его использую. Если сильно у меня после душа кожа сохнет, очень классно на пальчики его наносишь, и как будто только после педикюра вышло. Прикольное средство, но его нужно микроскопическое количество. Продолжаю использовать и не парюсь, что не заканчивается. Ладно, оно не портится, черт бы с ним. Околоуходовое средство, единственное в проекте, это бальзам от Revolution, коллаборация с Симпсонами. Это была коллекция к Хэллоуину. У меня это бальзам-маска для губ, 20 мл здесь в ней. Пользовалась я ей примерно раз 15. Может быть, немножко углубилась эта ямочка, но здесь очень большой объем. 20 мл это примерно как в бальзаме от Laneige. То есть, мы себе представляем, что хватит этого средства надолго. Я специально его взяла, потому что открыла его в октябре прошлого года. И вот вообще-то говоря, у него срок годности как раз 12 месяцев. То есть, по идее, я было бы к Новому-то году закончить уже. Вот, потому что, оно простаивает у меня. В общем, я пытаюсь его закончить. Мне нравится, я использую его
сейчас на ночь, утром, после чистки зубов, ну, в общем, чего-то такого. Чисто как уходовое средство перед макияжем, оно мне не очень нравится, потому что оно все-таки слишком плотно ложится на губы, скажем так, то есть и липковатое. Мне больше нравится перед макияжем наносить масла для губ. Здесь непонятно, я прогресса лично не вижу. И, наконец-то, можем переходить к декоративной косметике. На самом деле декора у меня осталось не так много, и меня это радует. У меня кучка, вот сейчас лежит продуктов из Project Pen, она практически равна кучке, которая сейчас в пустышках. Это очень круто. Ну, поехали. Первое средство, которое я вам хочу показать, это мой измученный просто уже Enough 8 пептидов, и он наконец-то закончился. Все. Я его прикончила, закончила я его, получается, в середине июля, и пользуюсь я им с середины октября. То есть, считайте сами, 100 мл тонального крема мне хватило на 9 месяцев. Это прекрасный тональный крем, по итогу он мне очень нравится, он мне безумно подходит, несмотря на то, что у меня комбинированная кожа, которая летом становится жирной. Несмотря на это, вот этот влажный финиш 8 пептидов мне безумно нравится. Я не люблю матировать себе кожу, но летом, конечно, уже было тяжеловато его носить. Я рада, что он у меня закончился, он не успел испортиться. Вот получается 9 месяцев. Годное это средство 12 месяцев. То есть вот считайте, если вы такое средство покупаете, то либо вам его в дальнейшем придется выбросить, да, либо оно у вас одно в использовании. Я уже купила ему замену. Мне кажется, это такое классное сочетание цена-качество. И, кстати, хотела обратить внимание, что девчонки, в России на Wildberries средства от Enough стоят очень выгодно. Я просто смотрела на Трендиоле, это турецкий аналог Wildberries. Так вот, на Трендиоле Enough стоит, ну, где-то в 2 раза дороже. И так со многими корейскими средствами в Турции. Поэтому я обычно прошу корейскую косметику, которую я очень люблю, привозить знакомых. Знакомые мне ее привозят, когда летают в гости в Россию. В общем, это пустышка, и я очень рада. Я ждала, что он закончится еще 1,5 месяца назад, но, видимо, со стенок тут как начало все стекать, у меня как будто только умножался этот крем, но в итоге все, тональник подошел к концу, еще одна большая пустышка, супер круто. Новые пустышки для наглядности давайте сюда. Ему на замену я хочу взять вот этот вот тональный крем от Essence. Это не новинка, это старинка, это очень бюджетный тональный крем. Он стоит вообще в районе 250 рублей, мне кажется, это очень-очень бюджетно. Здесь в Турции его можно взять примерно за 100 лир, да, это 350 рублей. У меня это не очень удачный оттенок, это оттенок 01 Matte Sand. Естественно, он мне достался в коробке красоты турецкой, соответственно, и оттенок здесь лежит для турчанок. Сейчас он мне подходит, и то можно было бы и попридираться. Ну, вот видите, какой он темный. Сейчас он мне подходит. Вот. Так вот выглядит это средство. Но я понимаю, что где-то с середины октября это средство я уже не смогу носить. А опять же, срок годности здесь год. Я не хочу его еще год хранить до следующего лета. Я хочу им по максимуму воспользоваться и вывести. Посмотрю, получится ли это сделать. И еще, почему я хочу его вывести? Потому что у него очень тяжелая стеклянная банка. Мне вполне возможно, что в ближайшее время предстоит переезд. Я, конечно, надеюсь, что нет, но вполне возможно, и, скорее всего, он мне предстоит. И у меня нет возможности брать с собой вот такое стекло тяжелое. Я все равно буду от него избавляться. Именно поэтому я вывожу много лаков. Именно поэтому я вывожу вот всякие такие стеклянные бутыльки, которые мне не особо-то нужны. Сейчас стараюсь закончить духи, что-то еще, потому что, ну, вот это вот стекло, это слишком тяжело для меня. Я не могу себе этого позволить. Мне его проще выбросить. Поэтому пока он может мне служить, он мне служит. У меня кожа жирная. И что я хочу сказать, это классное, как по моим ощущениям, на мою кожу, это классное средство для жирной кожи без высыпаний. Либо с незначительными высыпаниями.
потому что оно ложится очень тонко, матово, но при этом мало что перекрывает. То есть вот видите, венки остаются. Если вы начинаете его наслаивать, оно ложится некрасиво, потому что оно ложится сухой маской. Но если растянуть кистью тонко, то мне нравится эффект. Мне даже не нужна пудра, представляете, в 40-градусную турецкую жару с жирной кожей мне с ним первые 2-3 часа не нужна пудра, представляете? То есть оно классное, это средство, муссовый тональник, но я больше чем уверена, будь моя кожа немножко под суше, вот буквально вот немножко по суше, зимой он бы мне что-то да подчеркнул, хотя у меня шелушений в жизни не бывает, он 100 пудов нашел бы. То есть если кожа комбинированная с шелушинками, это точно не про вас. Он вот все поднимет, всю поверхность кожи он подчеркнет, поэтому это такое средство действительно исключительно для жирной кожи, которая без высыпаний, потому что если есть высыпания, он их просто не перекроет, вам придется все равно все перекрывать консилером. Вот видите, то есть он хорошо растягивается, хорошо лежит, но при этом вены он не перекроет, поэтому это очень тоненькое такое покрытие, при этом матирующая. Классная штука, но специфическая. Вот я его, значит, беру, и это новенькая штука у нас в проекте. Сухие продукты для лица. Значит, матирующей пудры у меня сейчас в проекте нет, я пользуюсь просто своими теми, что у меня есть, но подсвечивающую пудру я ввела в проект, и в качестве нее я использую рефилы из палетки Kevyn Aucoin, 2 хайлайтера. Вот они здесь. И можно заметить, сейчас я пользуюсь больше вот этим вот оттенком, потому что кожа загорелая, и мне он подходит. Я набираю легкой кистью. Хайлайтеры эти очень сильно пылят. Вот так вот они выглядят. Наносятся они отдельной какой-то вуалькой блесток. И мне кажется, что это хороший вариант именно для подсвечивающей пудры. Как хайлайтер он не очень, а как подсвечивающая пудра на лоб, на скулы прекрасно. Вот. Пока результата не видно, я посмотрела. Каждый рефильчик здесь по 3 грамма. Я надеюсь, что к концу года я оба эти рефила закончу. Вот этот вот рефил, ну, до октября, предположим, да, включительно. А вот этот вот на зиму, может быть, еще на январь. Это такой золотистый цвет, но я им пока не пользуюсь, потому что он значительно светлее, и он подойдет лучше, когда у меня будет бледный оттенок кожи. Вот. Здесь прогресса пока опять не видно, убираем. Далее, какие у меня еще изменения? Во-первых, многострадальный скульптор от Lavelle. Я не знаю, девчонки, я вас им уже замучила, конечно. Он сначала переехал у меня из этой палетки в рефил от двушки Наташи Деноне. А потом, вот буквально недели полторы назад, я его перепрессовала. Он меня заколебал, и все-таки я поддалась комментариям и перепрессовала его. И сейчас он выглядит снова как новый. Здорово, правда ли? Спустя полгода проекта. Ну, в общем, как-то это вот так. Что произошло? У меня была вот такая палетка, сейчас приложу фотографии, с огрызками теней, также из палетки Lavelle. Они были все потрескавшиеся, они были очень сухой формы. Они плохо пережили переезд из палетки Lavelle вот в эту малышку. Здесь было 4 оттенка. Один я использовала для бровей. Для бровей оттенок просто разлетелся, я его выбросила. А 3, которые здесь были, я приложу фотографию, я их перемешала. Там как раз один был более персиковый, другой был более серый. В общем, я это все перемолола, и теперь у меня снова здорово скульптор. Я на него, кстати, он стал лучше по оттенку, он как будто стал более коричневый, менее красный. Хороший оттенок скульптора. Я вообще на него особых надежд не возлагаю. Использую я его только для контура подбородка, для контура лица. Скулы я не скульптурирую уже давно, поэтому ждать каких-то результатов бессмысленно, он просто есть. Просто я его каждый месяц буду вам показывать, потому что вот я им пользовалась, считай, раз 10, и ничего, естественно, теперь непонятно, что тут, как тут. Зато хочу вам показать также румяна. Это родные румяна от Наташи Деноне. Тут вот они крошатся, они на самом деле, я так понимаю,
уже старенький, потому что видно по текстуре, что какие-то тут зернышки. Вот это вот углубление в центре, это вот как раз одно из крупных зернышек как-то подковырнулось, вывалилось. В общем, пока дна там не видно, но углубление есть, ямочка это есть. Прогресс по этой палетке, по двушке, в принципе, за июль был незначительный. Вот так выглядят румяна. Они в довольно такой подсвечивающей формуле. Очень красиво смотрятся на лице. Я неоднократно вам уже говорила. Вот эта двушка идет опять к двоечникам. А вот эту палетку я все-таки все засовываю в пустышки. Я ее, скорее всего, выброшу. Хотя, вот знаете, вообще-то она магнитная. Можно ее оставить. Вдруг в конце года мне нужны будут какие-нибудь квадратики теней, которые подходят по размеру, переложить сюда. Но в любом случае это пустышка, а в конце года я уже вам скажу, выброшу я ее или опять что-то переставлю. Следующий продукт это мой бронзер от Catrice, и я думаю, по нему также не будет видно никаких результатов. Давайте посмотрим. Я набираю вот с этой стороны сейчас продукт. Вот так вот выглядит рефил. Я им пользовалась, не знаю, почему у меня не уходит бронзер. Вполне возможно, слишком много бронзеров у меня сейчас в проектах. У него сломалась крышка. В общем, застопорился немножко этот продукт. Уже второй месяц я не вижу особых результатов. Но, тем не менее, ладно, продолжаю. В принципе, сколько еще у меня там до конца проекта? Еще 5-6 месяцев, поэтому посмотрим. Но, конечно, вероятность того, что я его расхламлю раньше, увеличивается, потому что вот такие вот разбитые упаковки я хранить не очень люблю. Но пока из проекта его не исключаю, он мне нравится по качеству. Вот. И изменений, к сожалению, мы по нему не видим. Свотч. Свотч, конечно же. Вот он, свотч. Вообще мне нравятся мои продукты для лица из проекта. Они все красивенькие. Последний продукт для лица это хайлайтер от Revolution. И здесь хотя бы есть какие-то результаты. Вот вы сейчас увидите, что донышко стало больше. Это такой мучнистый хайлайтер в такой достаточно устаревшей, по моим понятиям, формуле. Я его использую сейчас только на скулы. В прошлом отчете я говорила, что планирую использовать его на тело, но не зашло. На тело я использую другие хайлайтеры. Он на сводче кажется белым. На самом деле, когда наносишь его легкой кистью, он отдает золотое свечение. Вот. Это интересный цвет, сам по себе цвет классный, но формула плохая. Мне она не нравится. У меня сейчас получается в проектах 3 хайлайтера. Да, и вот 2 из них это хайлайтеры от Revolution в конце года. Мы точно с вами либо куда-то перепрессуем, либо, что более вероятно, какие-то вот части, сколько там останется, я добавлю в крем для тела и выведу в качестве блестящего крема для тела. Можно переходить к продуктам для глаз. Первый продукт у меня это база под тени от Urban Decay. И я вот ее отметила, буквально чуть-чуть у меня ушло ее. Ну, это и ожидалось, потому что сейчас вот около горлышка скопилось очень много продуктов, и, скорее всего, в последующих отчетах уже будет и невозможно отмерить. Но я пользуюсь каждый макияж этой базой. Она немножко стала более густой, чем была раньше, но это не влияет на ее свойства. Мне она нравится, мне эта база подходит, она хорошо мне держит тени. И, в принципе, я бы ее повторила, но, наверное, не скоро, потому что у меня уже есть на замену ей другая база под тени. В общем, здесь хотя бы есть результаты, он виден. Следующая категория для глаз – это карандаши. И здесь все печально. У меня вообще нету никакого прогресса вот в этом карандаше от Gouache. Я пользовалась им раза 3, наверное, в июле месяце, и все. Все. Результата никакого. Я говорила, что планирую убрать этот карандаш из проекта, но пока я его все-таки оставлю, потому что поняла, что его можно использовать в моем проекте 100 использований, который, кстати, у меня застопорился, опять же, из-за жары. Но, тем не менее, я пока не вывожу этот карандаш, но прогресса нет.
Этим карандашом не пользовалась ни разу, прогресса нет. Вот этим также не пользовалась ни разу. Единственный карандаш, которым я пользовалась примерно раз 7-8, скажем так, это вот такой оранжевый карандаш от Ламель. И сейчас я буду тут делать сводчи, чтобы вы видели, в какой цветовой гамме у меня сейчас идет Project Pen, какой макияж я делаю. Вот этот карандаш я добавляю в слизистую и по нижнему веку. Оранжевый оттенок. Я прикреплю фото карандаша, сколько его было. Точила я его один раз. Ушел этот карандаш, ну, наверное, на 3-4 миллиметра. Я не стала замерять этот карандаш на бумажке, потому что гиблое это дело. Бумажки у меня все теряются, пачкаются. В общем, будем сравнивать по фото, но ориентировочно 4 миллиметра. Это, конечно, очень мало. Но что хочу сказать, в отличие от вот этого карандаша, который у меня просто в пюрешку весь сплавился, видимо, у него уже срок подходит. Вот этот оранжевый карандаш точится нормально, поэтому я буду его точить, не буду ничего тут вот так пропихивать уже, как вот с этим фиолетовым карандашом. Вот, здесь есть хотя бы небольшой результат, положим его сюда. В общем, получается, из 4 карандашей у меня прогресс только по одному. Далее у меня в проекте вот такая подводка. Это подводка, которую непонятно как отмерять, но единственное, что я заметила, я и не пользовалась, опять же, ни разу за июль, возможно, там раза 3-4 в начале месяца, пока еще делала фиолетовые макияжи, я заметила, что она перестала достаточно намокать. То есть вот кисточка была раньше более полная продуктом. Скорее всего, это свидетельствует о том, что продукта практически не осталось. Я пока ей буду пользоваться, я не буду убирать ее из проекта также, потому что буду использовать в макияжах со 100 использования, но этому продукту, ну, месяца 2 я даю максимум, поэтому я хотя бы сейчас вижу результат. Это первый раз, когда я в этой подводке вижу результат за полгода. Давайте ее поставим сюда. Далее переходим к теням. Во-первых, хочу показать, что у меня закончилась однушечка, которая раньше была вот в этой неоновой палетке от Huda. Это был очень красивый фиолетовый оттенок. Он у меня закончился в начале июля. Это пустышка. И именно с этим оттенком я использовала вот эти 3 продукта для глаз. Поэтому они у меня и встали. Больше я ими так и не воспользовалась после того, как это стало пустышкой. Но, я говорю, постараюсь задействовать вместе с палеткой Меркурий от Huda в проекте 100 использований. Так, что-то хотя бы закончилось. И давайте посмотрим палетку. Значит, у меня это Huda Beauty Neon Obsessions, версия Green Original. Выглядит сейчас палетка вот так. Как мне кажется, результат виден. Во-первых, у меня очень большая ямка вот в этом персиковом оттенке. Он мне безумно нравится. Я закладываю им легкую форму. Он не то чтобы сильно яркий. Его надо наслаивать. И он у меня очень быстро уходит. У меня вообще матовые от Huda заканчиваются очень быстро. Считай, вот это вот произошло после 1,5 месяцев активного использования. Ну, вот где-то так. Второй оттенок, которым я сейчас пользуюсь в этой палетке, это вот этот вот шиммер. Вы знаете, я его ругала, но потом в процессе использования я поняла, как я ошибалась. Дело в том, что у Huda в некоторых палетках старых есть такое свойство у шиммеров, не знаю, заметите вы или нет, их лучше наносить пальцем. От теплого пальца они топятся как будто немножко и больше отдают пигмент и больше раскрываются. Вот такой это красивый оттенок. Вот такой это красивый оттенок. Это рыжий с какими-то золотыми, розовыми, малиновыми блестками на, очевидно, оранжевой базе. Красивый оттенок. Вот им я покрываю 2/3 подвижного века. И, как видите, за месяц у меня достаточно приличная ямочка образовалась, потому что, ну, у меня вообще, в принципе, тени быстро заканчиваются, потому что я любительница поднаслоить. И наношу я тени пальцами. Ну, вот такие вот.
Ну и, по-моему, чуть-чуть увеличилась дырочка, а может и нет, в этом оттенке, не помню, сейчас посмотрим по фотографии. Но им я, по-моему, пару раз воспользовалась. То есть сейчас я сосредоточена вот на этих двух оттенках в палетке, и мне нравится, как они идут. Из однушек. У меня в проекте однушка лисенок огнелапый. У меня это был, видимо, какой-то тестер. И можно видеть, что он почти закончился. Я немножко вам его посводчу. По моим прикидкам, здесь, ну, максимум на 5 макияжей. Мне, как я его использую. Наношу я этот оттенок в внутренний уголок подвижного века верхнего. Очень он красивый. Потрясающе сверкает. Я не знаю, может быть, пока у меня эти продукты не закончились, снять вам собиралку с Project Pen, потому что вместе получается очень красивый макияж вот этими оттенками, рыженький такой. Здесь мне нравится, как уходит. Я понимаю, что за август месяц это точно будет пустышка, но пока нет. Далее, что у меня есть? Также я пытаюсь закончить пигмент «Советница мглы». Также это был подарок в каком-то из заказов. Мне кажется, видно результат. Я могу ошибаться, но, по-моему, немножко пигмента уменьшилось. Этот пигмент я использую в замену черному карандашу. Я набираю плотно набитой плоской кистью этот пигмент и наношу его вдоль роста ресниц по нижнему и верхнему веку. Он, конечно, у меня тут размазался, не очень удобный формат, именно поэтому и вывожу. Но как смотрится в макияже, меня абсолютно устраивает. Мне какая разница, черный карандаш выводить или черные тени, по сути. Но по тому темпу, как он уходит, я понимаю, что эта ситуация, наверное, до конца года. И я хочу добавить еще одни тени. Это однушка от Ofra в молочном оттенке. Вот так вот она сейчас выглядит. Немножко она у меня подраскрошилась. Где-то видно сколы. Начала ее набирать вот с этого уголочка. И так и планирую дальше себя вести, продолжать. После того, как у меня закончится лисенок огнелапый, я планирую эту однушечку использовать в уголочек глаза. Это такой красивый подсвечивающий сатин. Он довольно яркий. И мне кажется, его можно внедрить в любой макияж. Вот хочу добавить эту однушку. Однушки от Ofra планирую выводить в этом году, потому что уже говорила много раз, они хорошие, но ничего особенного. Это новый продукт. И как можете видеть, вот в таком сейчас цветовом сочетании у меня и выполняется макияж продуктами Project Pen. Это очень удобно, когда продукты подходят по цвету. Я это говорила много раз, они уходят намного быстрее. Вы не задумывайтесь, просто сразу берете один набор косметики, и у вас все смотрится чудесно и уходит равномерно. Вот. Остались только продукты для губ. С продуктами для губ, конечно, полное разочарование. Я напомню, что у меня в проекте 3 плотных блеска глянцевых, которые скорее напоминают жидкие глянцевые помады. Я не знаю, как так получилось. Но я понимаю, девчонки, что это, наверное, не очень интересно смотреть, но я снимаю видео не только для того, чтобы порадовать вас, но и чтобы действительно достигнуть цели, вывести то, что мне не нравится. И вот сейчас, на данный момент, я понимаю, что в моей коллекции лишние именно вот эти 3 продукта, точнее, вот эти 2, а этот вспомогательный. Поэтому, ну вот так, не знаю, сколько мы с вами еще будем наблюдать эти средства. Наверное, как и предыдущие помады от Ofra, мы будем их наблюдать, пока они не стухнут. Ну, давайте смотреть. Значит, это 2 глянцевых блеска от Dust of Colors в оттенке Cork и от Revolution из зимней коллекции с рождественским фильмом «Эльф». Все эти оттенки мне не подходят по цвету. Этот слишком коричневый, и я их смешиваю. Сейчас покажу как. Наношу немножко вот этого оттенка. Вот этот слишком рыжий. Наношу немножко его. Уже лучше. И прогресса по ним вообще я не вижу.
Хотя в прошлом месяце я отметила, и действительно так, немножко стало меньше продукта, но, видимо, я совсем чуть-чуть использовала в июле вот этого блеска от Dust of Colors, и он практически не поменялся в количестве, хотя я его отстаивала. По этому блеску вообще еще пока ничего не видно, он огромный, как можете видеть. И последнее средство у меня это Golden Rose, тоже виниловый блеск, и здесь хотя бы есть прогресс, вот он, примерно 7-8 миллиметров, да. Его я использую как цвет, который приводит в гармонию все это дело. Ну, вот как-то так. Вот как-то так в итоге у меня эта мешанина смотрится. Чтобы это все сидело хорошо, в итоге приходится наносить очень тонкий слой, поэтому средства эти уходят в каких-то микроскопических количествах. Простите меня, в губах точно мы прогресса особо не увидим. Единственное, что я надеюсь, все-таки вот этот блеск, он уходит, как вы можете видеть по отметкам, достаточно активно, потому что я его наношу больше всего. Вот его я планирую вывести в ближайшие пару месяцев. Я очень надеюсь, что это получится. У меня уже есть ему замена в таком же нюдовом оттенке, чтобы продолжать мучить вот эти два. Ну вот поэтому с продуктами для губ как-то так. Здесь опять никакого прогресса, а здесь дело, слава богу, движется. Вот в такой цветовой гамме у меня выглядит макияж Project Pan. И давайте подводить итоги июля. В итоге получается две пустышки, огромный тональник и маленькая однушечка. Ладно, тоже неплохо. Пустышек уже очень много, говорю, в следующем месяце это будет какой-то большой поднос уже, наверное. Вот, и ввожу 3 новых средства. Однушка, тональник и лак. Итого мы имеем на этой стороне средства, по которым непонятно какой прогресс вообще микроскопический, а на этой стороне средства, которые мне нравятся, как уходят. И давайте поговорим о моих планах, что я рассчитываю вообще увидеть в следующем месяце. Во-первых, я планирую закончить 2 лака. Мне просто необходимо их закончить. Я думаю, что если останется тут вот немножечко, я выброшу, потому что мне уже сложно набирать вот этот лак. Я не люблю выскребать все до последней капли, не люблю разводить лаки. Не занимаюсь этим, это такой расходник для меня, поэтому вот будет вот так вот и будет загустевать и плохо набираться на кисть, сразу в мусорку. Значит, планирую вот это в пустышке. Посмотрим, как с вот этим, с этой подводкой. Вполне возможно, что тоже она подзакончится, но не уверена. Также думаю, что хорошо уйдет и вот этот блеск, но опять же не до конца. Что я точно планирую закончить, это однушку лисенок и огнелапы. И будет еще минус однушка в статистику и минус однушка из коллекции. Это очень классно, меня это радует. По остальным продуктам, наверное, будет виден какой-то прогресс, но, естественно, они не закончатся. А вот это я планирую вывести в будущие пустышки. Что касается планов по палетке, я думаю, что вот этих 2 оттенков мне хватит еще на август-сентябрь. А дальше я планирую осенью делать коричневые макияжи с зелеными акцентами, вот этими 3-4 оттенками. И планирую, что к концу проекта у меня максимум останется вот эти вот 3 блестяшки, а может даже 2. И я их куда-нибудь перемещу. Ну вот такие амбициозные планы, но в ближайшие 2 месяца вот эти 2 рефила должны закончиться точно. В общем, такой отчет у меня вышел за июль. Очень много стояло без прогресса, хотя я всем этим пользовалась, но такая жара, что ты красишься меньше, наносишь меньше на себя косметики, тоньше слой, поэтому, ну вот как-то так. Тем не менее, я очень рада, что если сложить в кучку все мои продукты из Project, они сейчас занимают уже практически такой же объем, какой занимают пустышки с того же проекта. То, что у меня за полгода накопилось. Это очень круто. И я надеюсь, что большинство из этих средств я к концу года, к концу проекта, я просто почему-то говорю, я не уверена, закончу я в декабре или в январе этот проект. Я надеюсь, что большинство из этих средств я закончу. Спасибо, девчонки, что посмотрели это видео. Спасибо, что следите за моим Project Pan. Хорошего вам дня, прекрасного настроения. Всем пока-пока!